Так, я всех приветствую. Продолжаем писать и совершенствовать наш редактор ландшафтов, Terrain-Editor. И в этом видео я вам покажу два новых инструмента по редактированию нашего ландшафта. Это автоматическая генерация лодов и раскраска Paint Editor. Так, вот у меня здесь есть уже небольшая заготовочка. Так, по поводу лод, автоматической генерации лодов. Вот мне здесь добавился новый элемент управления, load changer я его назвал. Мы двигаем ползунок вправо, увеличиваем load значение, и у нас начинает детализация ландшафта падать. Возвращаем к исходной, у нас детализация стала прежней. Можем здесь вот crease angle, это параметр, который отвечает за сглаживание между соседними полигонами. Если мы его сделаем 0, то, как видите, у нас сетка становится очень четко видны грани. И если я меняю, также мы очень наглядно становится видно, очень ярко видно становится, как изменяется детализация. Алгоритм он сделан таким образом, что я в общем сделаю отдельный видеоролик, запишу по этой теме, где более подробно объясню алгоритм. Но суть в том, что у нас есть исходная сетка наша высокого разрешения, сетка нашего террейна, да, и все последующие экземпляры более низкого разрешения лоды, они считаются путем, то есть берется за основу вот это вот высокого разрешения сетка, и в зависимости от значения лода делается какой-то как бы перешагивание, шаг через n количество вершин. То есть идет выборка, сэмплирование, скажем так. Вот. Чем, естественно, больше значение лода, то есть чем грубее у нас модель, чем ниже разрешение, тем будет вот этот вот шаг больше, то есть большее количество вершин будет пропускаться, и будет выбираться только какая-то из этого большого количества. И данный метод хорош тем, что он, в принципе, довольно быстро работает, прямо на лету можно рассчитывать и, значит, лоды, да. То есть можно, конечно, это дело предрасчитать заранее, вот, но чтобы вы не подумали, что я тут читерю, давайте я сейчас тут добавлю, например. Так. Я сейчас вот добавлю новые какие-то шероховатости. Вот, видите, и я изменяю лоды, и они автоматически рассчитываются уже от измененной сетки. Вот, то есть это способ, он хорош тем, что вам, в принципе, не обязательно их предрасчитывать, те самые лоды, то есть вам достаточно задать только исходный буфер с исходными, значит, координатами вершин, и дальше вы можете, в принципе, их даже редактировать, а алгоритм, вот этот вот расчет автоматический лот экземпляров, он сделает как бы всю эту грязную работу за вас, то есть автоматически вам сделает новую сетку. То есть я изменяю, меняю лот, как
видите, у меня лот также меняются. Тут единственное правило, что во время редактирования нужно обязательно ставить лот 0. Иначе может случиться интересный момент. Например, такой. Так, ну, с этим делом вроде понятно. Идем дальше. Так, вот. Да, тут такой интересный глюк, что после переключения все равно оставляет сетку. Так, и второй, значит, инструмент это Paint Editor, который нам позволит раскрасить, значит, наш ландшафт уже в какие-то цвета. Так, и я здесь уже кое-что начал делать. Давайте мы меняем материальчик. Значит, каким образом у нас организована система. То есть во время редактирования, то есть вот я выбрал, значит, из двух режимов Paint. Здесь у меня все органы управления остаются. Ничего менять не надо. Выбираю кисть, размер. Так, тоже можно добавлять шум. И здесь остается мне выбрать канал. Что это за каналы? То есть это у меня слои. Кто работал в Battlefield 2 Editor, вот такой старый баян есть. Ну это вот, кто не в курсе, в общем, компания DICE в свое время выпустила игру Battlefield 2. И в скором времени также публичный доступ в открытый предоставила всем желающим, значит, скачать редактор карт Battlefield 2 Editor, и чтобы модеры, значит, делали сами свои, значит, карты. И вот я в свое время в нем посидел, изучал, что там как сделано, и мне очень заинтересовала система как раз шейдинга ландшафта. И вот как раз эта система, она строилась на так называемых лейерах, то есть слоях, да, или масках. То есть было две текстуры RGB, каждый по 3 канала, получается у нас есть 6 каналов. И вот то есть модель Земли, да, в Battlefield 2, она может включать в себе максимум вот этих 6 различных материалов. Я подумал, почему бы и нет. И VRML она позволяет также использовать различные вот эти вот комбинации, шейдеры там с различными возможностями там шейдинга, смеси, микса и так далее, различных текстур и так далее. И что самое хорошее, что в VRML есть такой класс, называется пиксель текстур, пиксельная текстура. И мы ее можем прямо во время выполнения приложения, мы можем эту текстуру обновлять. И как раз вот здесь вот я включил отображение этих самых двух текстур. То есть вот я выбираю красный канал, первой текстуры, и вот, видите, у меня здесь появляются изменения. Начинаю рисовать там, где мне нужно. У нас вносятся изменения прямо в текстуру. Дальше эта текстура уже идет на вход в шейдер ландшафта. И на основе этих масок, то есть также у нас идут туда текстуры различных этих вот слоев, лейеров, поверхностей. То есть есть текстура горы, текстура
там, травы, грунта, песка, там, щебня и так далее. Да? Я их пока что эти текстуры сделал как бы статичными, то есть здесь пока нет у меня элемента управления, который бы позволял выбирать различные вот эти вот текстуры. Но это связано с тем, что я пока еще нахожусь в поиске оптимального варианта шейдера террейна, потому что это дело такое, нужно найти какой-то компромисс между производительностью и красотой, скажем так, презентабельностью. То есть вот сейчас я включил пока шейдер только без normal mapping. Если я сейчас включу normal mapping, вот видите, у нас появился объемчик, то, конечно, становится более презентабельная картинка, появляется более такой фотореалистичный эффект, но при этом производительность довольно заметно падает из-за того, что просто банально увеличивается в 2 раза больше текстур, чтение текстур в шейдере. Из-за этого шейдер становится тяжеловат для системы. И, в общем, есть еще несколько вариантов, как можно все это дело обыграть. Я их еще в ближайшее время буду пробовать. Вот. Но пока, в общем, показываю, что есть, скажем так. То есть то, что сделано на данный момент. Вот. Ну а система шейдинга это вообще такой вопрос тоже интересный. Тоже его будем решать, скажем так. И что мы можем еще сделать? Да, давайте еще какой-нибудь материал дадим. Тут есть, например, земля. То есть я вот сейчас рисую, допустим, возьму побольше кисть, продемонстрирую. Вот я рисую синий канал, первая текстура. Вот. И вот мы видим, у нас слева первая текстура, у нас синий канал начинает появляться. То есть вот у меня есть материал, который просто показывает первую текстуру. То есть вот в зависимости от выбранного канала мы рисуем, заполняем тот или иной канал. Причем этот канал, он не суммируется с теми, которые уже есть. Он как бы вытесняет. Если я начинаю рисовать красным поверх зеленого, то красный и зеленый не смешиваются и не получается желтого цвета, если вы внимательны, заметили, наверное, это, да? Вот. Если бы у меня они просто суммировались, то эффект был бы не совсем тот, который нужен. То есть у нас бы две текстуры просто бы смешались, сложились бы друг с другом. И получилось бы эффект такой засветки, знаете, а это нежелательно. То есть у нас один канал вытесняет другой. А если я начинаю рисовать во вторую текстуру, вот, то у меня здесь, видите, вычитается из первой текстуры. То есть это такое важное замечание, которое, ну, такое техническое замечание, скажем так. То есть для человека, который интересуется данным вопросом, ну, будет полезно. Так, давайте мы вернем материал в нормальный вид. Давайте с normal mapping включим пока. Как это у меня текстура. Вот такая еще есть текстура. Галька. Галина. Ну и, конечно же, песочек, куда же без него. Да, то есть, конечно, с normal маппингом картинка выглядит намного более презентабельно. То есть, что греха таить. Если я переключу, то да, просто color он бедноват. Уже хочется next gen. Ну, это просто альбедо шейдер, который просто нас возвращает без освещения. Просто лейеры наши, значит, уже готовы.
Ну, давайте мы песочка что-то добавим. Так, песочка. Лежу и на пляжу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу все равно не могу. А, где-то там разошелся на шутку. Так, ну, можно где-нибудь гальку добавить. Почему нет? Пусть будет тоже, да? Это и такой пляж может быть. Тут, конечно, тайлинг надо смотреть, чтобы текстуры были с таким рисунком, чтобы тайлинг был не такой заметный, не слишком. Вот. Опа. Тропиночки вот всякие. В общем, Far Cry у нас тут получается. А эту, давайте, верхнюю площадку мы заасфальтируем. У нас тут будет вертолетная площадка. Да, почему нет? Да, смотрится, конечно, чудно. Ну вот, чем как бы вот таким вот образом вот наши лоды. Это маски, которые используются для шейдинга, для смешения материалов.
Ну, давайте мы такой маленький еще бонус сделаем. Водичку нарисуем. Затопим нашу идиллию. Пока нет отражений, но это не беда. Добавим сейчас. И текстуру давайте так. Вот такую. Можно разрешение текстуры делать поменьше. Ну, вот так вот. Так, что у нас тут? Да, водичка немножко светловата. Надо ее как-то сделать чуть потемнее, что ли. Немножко смотрится как-то странно. Вот таким вот образом. Спасибо за внимание. Следите за обновлениями и до скорых встреч.